Кастанеда глазами мага мы будем рассуждать с вами о важнейших понятиях из путешествия в Истван. Маг – это безупречный охотник, который охотится на силу. Он не опьянен и не безумен, у него нет ни времени, ни желания добиваться чего-то обманом, лгать самому себе или совершать неверные действия. Ставки слишком высоки. Ставками является его безупречная и избавленная от излишеств жизнь, которую он так долго укреплял и совершенствовал. Он не собирается отбрасывать это, совершая какие-нибудь глупые просчеты или ошибочно принимая одно за другое. В этом тезисе Кастанеда, на мой взгляд, говорит самое главное. Пора избавиться от иллюзий. И маг – это тот человек, который, став на путь познания, старается в своей жизни максимально, насколько это возможно, избавиться от иллюзий. А самая главная иллюзия – это ложь себе. И вот смотрите, может ли, я вам задам вопрос, подумайте на досуге, человек, который стремится избавиться от иллюзий, который стремится перестать лгать себе, может ли он лгать кому-то другому? Нет. Даже если, допустим, такой вариант, что маг заблуждается, потому что он является тем же самым человеком, но он стремится избавиться от этих иллюзий, перестать лгать себе, естественно, он начнет говорить правду другим. Естественно, подумайте об этом. Маг не может настояще лгать. Безупречный – это без упрека. Тот, кто охотится без упрека. Его упрекнуть не в чем. А знаете, почему не в чем его упрекнуть? Его могут попытаться упрекнуть в чем-то, но его это не задевает. Поэтому даже если кто-то упрекает его, этот упрек проходит мимо. Если же маг останавливается, начинает оправдываться на какие-то выпады в свой адрес, этот маг, который еще не достиг совершенства, и вопрос, маг ли он вообще, если он не является безупречным. Потому что безупречность – это когда в первую очередь начинает с того, что сам себя не упрекает ни в чем. Вот эта безупречность внутренняя. Поэтому даже если кто-то и совершает какие-то нападки, то они проходят мимо. Они не ранят мага. Потому что маг стремится к безупречности, это без упрека. А это значит, что он отслеживает свое чувство собственной важности настолько, чтобы оно не забирало энергию, не забирало силу. И вот здесь вот говорится, охотиться на силу. А в чем свойство охоты на силу? Это не в том плане, что ходишь с ружьем или ходишь, ищешь каких-то духов или подключаешься к каким-то демонам или божествам или еще чего-нибудь, и типа у них там просишь силу. Ну, во-первых, я расстрою вас, что все должно быть в равновесии. Ты не можешь как загарпунить рыбу или там подстрелить какого-нибудь зверя, или собрать там чего-то, корзину свою, сила так не собирается. Сила высвобождается тогда, когда мы прекращаем эту силу расходовать на херню. Вот когда мы занимаемся херней, тратим не туда, куда надо, время, потенциал, энергию, то, что нам не нравится, мы занимаемся, то, что мы не любим и так далее и тому подобное, вот это называется разбазаривать силу. Вот охотиться на силу – это отслеживание, куда ты тратишь свою силу, куда не надо, где ты занимаешься херней. Вот это и есть охота на силу. Подумайте об этом. Маг не опьянен. Он не пьянен и не безумен. У него нет ни времени, ни желания добиваться чего-то обманом, воровством, обольщением, знаете, затаскиванием. Лгать самому себе и совершать неверные действия. Ставки слишком высоки. И на поиск этого знания, на достижение последней битвы или путь к последней битве, к последнему пониманию, к последнему опыту на этой планете, они требуют колоссальных затрат сил. И распылять свои силы на доказывание кому-то своей правоты маг не станет. Настоящий маг не станет. Ставки слишком высоки. Ставками является его безупречность и избавленная от излишеств жизни. Излишеств – это ненужности, которые обременяют. Это не значит, что маг живет в аскезе, в самоотречении, питается медом
и кузнечиками, и акридами, да, и там ходит в рубищах, где-то в пещерах. Это крайности. Маг никогда не впадается в крайности. Маг просто на все смотрит рационально. Рациональность заключается в чем? Насколько это мне потребно, насколько это мне необходимо и насколько это может мне помочь, как эти возможности могут мне помочь развиваться. Определенные условия дадут мне возможность развиваться. Излишество – это то, что не дает повод для развития. Это то, что может загонять человека, опять же, в те же самые иллюзии. Поэтому безупречность – это не упрекая себя за те же самые излишества. Излишества, на взгляд других людей, могут быть. На самом деле все идет в дело, а все, что не идет в дело, оно не нужно. То есть то, что мы не пользуемся, оно и не нужно. И маг, прежде чем что-то приобрести, чтобы не стать заложником предметов и вещей, он задает вопрос, насколько они необходимы мне для жизни. Обтяжены вещизмом и обтяжены ненужной информацией, да? Пусть у меня будет там эта книга. Ты ее прочитал, эту книгу? Нет. Зачем она тебе нужна? Ну пусть будет, когда-нибудь прочитаю. Вот когда будет возможность, тогда ты ее и приобрети. А сейчас просто наполнение, оно никак тебя не приближает. Только то, что здесь и сейчас. Вот что двигает, вот что наполняет. Маг долго приходит к пониманию, что такое достаточно необходимо, он это укрепляет и совершенствует, да. Он все больше и больше избавляется от иллюзий, и иногда эти иллюзии приходится выдирать из себя с кровью. И маг иногда, расставаясь с теми или иными иллюзиями, кровоточит. Это больно ему, потому что это его любимая иллюзия, это его любимое занятие или увлечение, или пристрастие, но оно мешает развитию. Его приходится вырывать с кровью, и маг кровоточит. Пройдя вот эти испытания, пройдя эти мини-смерти, падения, эти ошибки, это расшибленный лоб, эти разочарование, поднятие и всего остального, это называется самосовершенствование. Самосовершенствование – это не объем информации, который на вас навалился, это что вы с этим будете делать, для чего вам эта информация, как вы ее используете, насколько это избавило вас от иллюзий и пододвинуло вас к той самой последней битве с вашей глупостью. Вот это самое важное. Маг не собирается отбрасывать все это. То, чего он достиг таким тяжким трудом и такой болью, такой кровью, потом и кровью, не собирается это разменивать на какие-то глупые просчеты или какие-то ошибки, индульгирование над этими ошибками и заменять эти достижения какими-то глупостями и подменой понятий. Маг открыт относительно себя, и он открыт относительно этого мира. И он открыто воспринимает этот мир без иллюзий и без вранья самому себе. Вот это главный путь мага. Да даруют вам ваши боги, вам мудрость воспринимать и видеть этот мир, насколько он прекрасен, стать магами, охотниками за знаниями, за своей силой.